Всем привет, друзья! С вами Вадим 2К Хаус, и я, как многие из вас, знал, что до выхода Warcraft 3 была какая-то бета, где вроде что-то было по-другому, но не ожидал, что до релиза игры был выпущен аж 21 патч, а игра смотрелась в те времена совершенно по-другому. Итак, друзья, специально для вас мы раскопали старенькую бету, и сейчас вместе с вами будем смотреть, какой была игра в те доисторические времена, ну и, соответственно, понимать, как мог развиваться Warcraft, если что-то бы пошло по-другому, и разработчики решили все делать так, как планировали изначально. Во-первых, посмотрите на это главное меню. В нашей игре, к сожалению, от него ничего не осталось. Как вам музыка, которая играет на фоне? Она очень бодрая, но, мне кажется, не так хорошо бы смотрелась в мире фэнтезийного Варкрафта. Видимо, то же самое подумали Blizzard, и в итоговой игре мы ее не наблюдаем. Кроме того, посмотрите, в игре был совершенно другой интерфейс, и, конечно, он выглядит не так хорошо, а многие здания и юниты выглядели совершенно по-другому и обладали другими заклинаниями. Об этом мы вам расскажем поподробнее, но как вам такое, Илон Бронзобород? Меня поразило, что героев надо нанимать прямо в главном здании, а алтарь нужен всего лишь для того, чтобы воскрешать. Кроме того, на первом уровне герой не может прокачать способность вот только со второго уровня, но зато он может качать один и тот же спелл подряд. Нам удалось запустить только патч 1.10, а до него можно было строить одинаковых героев, то есть, представляете, 3 рыцаря смерти у одного игрока. Да, друзья, Blizzard еще тогда оправдывала звание величайшей компании, потому что у бета, не особо предназначенной для публики, уже было выпущено 6 карт и даже работал Battle.net, представляете, друзья? Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядели в бете ночные эльфы. Вполне вероятно, что Blizzard оставили бы их такими и в современном Варкрафте, но что-то пошло не так. Во-первых, в начале у эльфов главное здание уже не стоит с оплетенным рудником, а вынуждены к нему идти и оплетать его. Это, конечно, значительно замедляло их развитие. Но зато дерево само добывало золото. Как бы это парадоксально ни звучало, светлячки были не нужны. Правда, светлячки тратились на постройку любого здания, даже, например, лунного колодца. Больше из колодца светлячок не выплывал, к сожалению. Кроме того, совершенно по-другому выглядел апгрейд главного здания. Он был скорее похож на апгрейд зданий зергов из первого Старкрафта, а в современном варике, как вы знаете, это дерево со взмахами рук, и профессионалы даже по высоте рук могли понять, насколько сильно сделался грейд у вашего оппонента. Чтобы чинить здание, светлячкам нужен был специальный грейд, но зато с этим грейдом они могли еще и восстанавливать здоровье юнитам. Очень интересная тема. Как вы знаете, в современном Варкрафте ночные эльфы не восстанавливают здоровье днем, но зато усиленно восстанавливают его ночью. Хранитель рощи, или как мы его нежно называем, козел, раньше был героем ближнего боя. А для дриады и друида медведя было отдельное здание с грейдами, причем, как видите, заклинания отличаются. Например, на первом уровне грейда у медведя было не самое полезное заклинание, а именно плюс 2 армора он мог всем накастовывать по очереди. Сейчас же у него плюс 25% дамага для всех с одного использования. Но в любом случае, Blizzard не зря разработали это здание, его активно используют во многих пользовательских миссиях, так что лишняя моделька пригодилась. Была обижена охотница, у нее не было чакрума и, соответственно, она поражала только одну цель. Вот так вот. Если вам интересно узнать про более масштабные изменения других рас, обязательно напишите об этом в комментариях, ну, можете лайк поставить, если хотите. Также рекомендую посмотреть видео о нереально имбалансных вещах, которые были в старых патчах Варкрафта, ссылка в описании.